Ребята, всем привет, с вами Луи, и сегодня я приехал в Формулу X для того, чтобы снять мотоцикл, который мне, честно говоря, не нравится, но, возможно, после того, как я осмотрю его поближе, я изменю свое мнение. Прежде всего, спасибо большущее Андрею Калинкину и всем ребятам из Electron Motors за то, что разрешили мне взять эту штуку, потому что она у них на вес золота, и нельзя ни помять, ни поцарапать. Поэтому мы будем делать аккуратный обзор. Ну что хочу вам сказать. Как я уже говорил в предыдущем видео, база это Wander и Hunter. Спереди, ну все то же самое, смотрите, та же самая вилка передняя, те же самые тормоза. Правда, диск стал больше и появился ABS. Как мне сказал Андрей, еще есть traction control, поэтому теперь вы сможете прям кайфовать от езды. Собственно, мы видим, что по пластику, ну, примерно такой же ширины, как Wander и Hunter. Не знаю пока еще, пустота здесь или нет. Вот. Траверса приблизительно такой же ширины. Ну, все, как видите, примерно одинаково. Из того, что мне нравится здесь, это прикольная фара. Вот эта форма какая-то, знаете, это что-то такое новое, интересное. Здесь еще, видите, есть V-Moto надпись. И сама линза, она переключается с ближнего на дальний. То есть сейчас горит ДХО и ближний свет. Поворотники, ну, что сказать, это беда всех компаний. Отстой. Вот эти уши, ну, понимаете, ну вы покупаете мотоцикл за очень много денег и получаете дерьмовые поворотники. Есть вот такой вот интересный, как бы это назвать-то, ну, щиток, наверное. Я, правда, не знаю, от чего он защищает, потому что здесь огромная щель, смотрите, можно руку целиком запихнуть, и вот, в общем, ветер проходит. Наверное, для аэродинамики это круто, когда ветер проходит сквозь мотоцикл и меньше сопротивления, но от пыли, грязи и чего-то еще это не защитит. Щиток матовый пластик обычный. Наверное, сюда можно поставить какое-нибудь стекло получше, побольше. Кстати, обратите внимание, оно небольшого размера. Верхняя часть его чисто закрывает вот приборочку, и все. Руль и зеркала. Ну, зеркала здесь самые обычные. Всем привет. Довольно-таки стандартные, не знаю, как это описать. Не круглые, не прямоугольные, а такие ушастенькие. Кому-то, может быть, нравится, но мне лично не нравится, что они торчат. Наверное, любители спортов делают такие зеркала, которые больше прижимаются к рукоятке для того, чтобы как-то стильнее смотрелось. Вот. Ну, грипсы здесь, собственно, обычные. Нечего сказать, к сожалению, без подогрева. Хотя мне показалось, просто на некоторых грипсах с подогревом вот такой же рисунок самого оттиска. Нифига, подогрева нет, короче. Грузы стандартные, заглушки грузы. Что у нас есть на этом пульте? У нас есть кнопочка поехать или остановиться, это паркинг. Смотрите, вот на экран. Да, ничего не меняется, потому что подножка выставлена. В общем, это у нас блокировка хода мотора. Это у нас аварийка, чего не хватало на Супер Сока. Это у нас переключатель режимов 1, 2, 3. Это у нас задний ход. Классно, что появился задний ход. Ребята, действительно, это удобно, когда ты выезжаешь с парковки, бывает, мотоцикл, чтобы не разворачивать на подножке, как многие любят, не портить подножку, асфальт и вообще все остальное. Очень удобно. Нажал задний ход и быстренько прокатился. Вот. Бачки расширительные для тормозной жидкости. Здесь уже мотоциклетные, полностью металлические, с маленьким смотровым окном. Честно говоря, мне такие не нравятся, потому что, ну, хрен что увидишь через эту фигульку, микроиллюминатор. Мне больше нравились от Сока Max и TC, где видно, как булькает жидкость. Это красиво.
Вот. Что еще, кстати, изменилось? Руль стал с утолщением, смотрите. То есть это здесь он 22 миллиметра, здесь уже 38 миллиметров, поэтому может быть какая-нибудь появится дополнительная надежность. Так, это я пока вам оставлю на сладкое. Здесь у нас есть USB-шка. Вот реализация этой USB-шки, честно говоря, такая спорная. Плюс в том, что она есть. Это кайф. То есть у вас есть выход на зарядку, вы можете зарядить телефон, там все что угодно, ну сюда прицепить держатель, все круто. Но минус то, что она сделана как-то по-ушлепски. Но, несмотря на то, что она так как-то дешево выглядит, здесь есть крючочек. Здесь с этой стороны такой же тормозной бачок, и вот мы добрались до левого пульта. Собственно, здесь такая же грипса, не крутится ничего, такой же груз. Здесь у нас есть различные интересные кнопки. Стрелка вверх-вниз, кнопка Back, кнопка Set, кнопка Boost и кнопка круиз-контроля. Добавлю также, что вот эта кнопка Boost позволяет временно увеличить скорость. То есть максималка здесь 120 км в час. Нажав Boost, вы можете сделать маневр, обогнать кого-нибудь, опередить, и мотор отдаст максимальную мощность. А эта кнопочка у нас круиз-контроль. Пристроились за кем-нибудь, нажали кнопочку и едете со скоростью, вам больше не нужно крутить туда-сюда газ. Но если вы притормаживаете, круиз-контроль отключается. Если вы газ откручиваете, круиз-контроль тоже отключается. Вот так это работает. Также у нас есть рычажок, который позволяет нам моргать светом. На TC Max, конечно, было ужасно неудобно моргать туда-сюда, надо было нажимать. Курочек, конечно, очень круто. Есть переключатели поворотов, которые у нас с фиксацией. Ну и, конечно, гудок. Гудок. Почему я так акцентирую на гудке внимание? Потому что с ним есть проблема, которую ни хрена никогда никто не лечит. Смотрите, делаем сюда. И вот у нас буквально на один, ну 2 пальца нет, 1 палец между корпусом бака и гудком. И когда вы начнете открывать этот бак, я позже покажу, как этот бак открывается, вы, если вывернули руль налево, вы услышите вот это. Как вам? Согласитесь, раздражает, черт побери. Поэтому эту проблему до сих пор не решили. И надо быть аккуратным. Короче, мой совет: всегда ставьте руль прямо и потом уже открывайте бак, бардачок. Так, ну, что еще осталось сказать? Рычаги стандартные, чуть-чуть изменилась форма, но мне кажется, для любителей рычагов с AliExpress с регулировкой вы будете довольны. Можно будет поставить какие-нибудь такие, сюда подойдут. Что у нас еще есть? Есть пластик. Вот, кстати, здесь уже сделано по классике спортовода мотоциклостроения. Видите, кусок пластика, выполняющий пока еще неизвестную роль, просто делает вот такое крыло, которое вот, смотрите, там вот воздух куда-то направляет. Скорее всего, вот так. Но зато мы можем сбоку рассмотреть интересную вещь. Смотрите, вот он, стакан рулевой, где у нас есть характеристики. Вот так вот, я думаю, вам видно. И обратите внимание, что руль двигается, а фара нет. То есть вот в чем разница между стэшем и тем же самым Вандерером, у которого фара прикреплена к перьям передней вилки. Так, ну что, идем дальше. Да, кстати, я еще не сказал, как эта штука включается и выключается. Вот у нас здесь есть такой пультик. И он с идеологией пульта от CPX. Здесь 3 кнопки есть: заблокировать, разблокировать и включить. Собственно, вот я его сейчас блокирую. Ну, что такое? Вот. Да, вот он заблокировался. Дисплей стал как зеркало, поэтому если купит девочка мотоцикл, вы можете прихорошиться здесь. Дальше я его разблокирую. Да что ты будешь делать, ну? Сейчас прикольно, если он меня заблокировался, и хрен бы я дальше куда поеду. Пуф, блин, испугался, что у меня брелок разрядился. Так, и нажимаем кнопочку. Смотрите. Неспешная такая анимация V-Moto. Ой, красота, приборчики бегают, да, ну, супер. Покажу вам мониторчик. Мониторчик самое интересное, что тут
находится. Теперь он стал квадратным. Вот в предыдущем видео про Stash вы видели, что они, когда делали прототип, взяли приборку от CPX, а потом заменили ее вот на такую. Собственно, она достаточно большая. Видите, 4 пальца шириной, собственно, и с руку целиком. Очень большая приборка, такая достаточно массивная, хорошая. Вот, здесь у нас, так, посмотрим, вот такими кнопочками можно что-нибудь выбирать. Что у нас вообще есть на приборке? У нас показывается время, ну, неправильное, конечно, 12:47. Показывается температура 25 градусов. Температура чего, пока вам не могу сказать. Показывается обороты. Скорее всего, это обороты у нас. Это у нас 93% заряда. Вот, это у нас одометр, 29 километров мы уже проехали. Это у нас трип, точнее, да, это одометр, а это у нас последнее путешествие. Какое у нас было длины, протяженности. Здесь у нас еще 0 километров range. Немножко непонятно, надо будет разобраться. И вот эта вот кнопочка, значочек, который у нас показывает обмен данными. Скорее всего, здесь тоже можно подключиться через приложение Wemoto и отслеживать мотоцикл. К сожалению, не в России. Вот, это минус. Ну и кнопка паркинг. То есть, когда я нажимаю, стоя на мотоцикле с убранной подножкой, нажимаю вот это, видите, все, мотор не крутится, включается паркинг. Если подножку выставили, тоже включается паркинг. Вот, что еще интересного здесь есть? Смотрите, во-первых, можно сделать... Так вот, сейчас я его загоражу немножко. По-моему, она должна переключиться на черный цвет. Переключалась на... О, во-во-во. Вот, угадал, смотрите. То есть ночью вам не будет слепить вот это табло в лицо. Это круто, молодцы, что сделали. Что мы можем здесь понажимать? Есть кнопки Set и есть кнопка Back. Давайте нажмем Back. Back ничего не делает. Set. Вот, так, Set. У нас изменилась, смотрите, приборка. Визуально у нас теперь здесь обороты. Здесь скорость километров в час. Не знаю, нафига нужны обороты. Все-таки как такового холостого хода у электромотора нет. Подавился от удивления. Собственно, поэтому нафига вам отслеживать обороты, я не знаю. Но такая возможность есть. Нажимаем, ну что здесь? Все то же самое, в принципе, изменилось только расположение. А вот, кстати, здесь, смотрите, 14,4 вольта. О, смотрите-ка, интересно, здесь наверняка есть дополнительный 12-вольтовый аккумулятор, который, может быть, работает на... у нас на всю ту часть электрики, которая работает на 12 вольт. То есть это фары, поворотники и тому подобное. Очень интересно. Вот это я не ожидал. То есть сейчас современная мода, вот в тех же самых Ziho, еще много где используют дополнительный 12-вольтовый обычный мотоциклетный аккумулятор. Вот, это интересно. Так, идем дальше. Set нажимаем. И что-то у нас много текста, ни хрена непонятно. Ну-ка. Посмотрим. Choose the phone system and settings page. Scan the QR code. Install app. Да. Короче, выберите, откройте камеру, отсканируйте код, используйте приложение, тролливали и так далее. В общем, здесь тоже как-то так, ну, скудненько все. Идем дальше. Ой-ой-ой. Ну, здесь вообще что-то у нас много чего непонятного. Вот, ну-ка, подождите. Фиг знаю. Вот, нет, смотрите. Display manual language. Ух ты, может быть, я сейчас... Нет, мечты мои рассыпались в прах. Нету русского языка. Китайцы, в общем, не доработали. Что еще здесь есть? Metric System, English, Phone Settings, Temperature Unit, Reset, Pressure Learning. А что такое Pressure Learning? Интересно. Вот, в общем, метрическая или дюймовая система, настройки телефона, Android, iOS. Вот это уже хорошо. Смотрите, есть для айфонов приложение, значит. Цельсий, Фаренгейт, понятно. Ресет, все сбросить. Это что такое? Ага, смотрите, вот это уже интересно. Здесь 24 градуса, покрышки. Не знаю, может быть, это снимается с них так. 192 килопаскаля. Скорее всего, это давление в шинах. Смотрите, даже ID шин есть. То есть интересная вообще штука. Зачем это сделано? Но... Блин, это есть, то есть вы можете регулировать, контролировать, точнее, давление в шинах по их, наверное, какому-то идентификатору и даже температуру шин наблюдать. Давайте глянем, может быть, там что-нибудь есть интересное такое. Я вижу только ниппель.
Ничего вообще тут особо такого нету. Прям через что можно было бы контролировать, я даже не представляю. Но, наверное, это круто, ребята. Это очень неожиданная находка. В общем, это все, что мне удалось откопать в самом дисплее. Вот, больше тут ничего нету, кнопки только Back. Эти кнопочки нам позволяли по меню вертикально переходить. Set, ну, давайте попробуем зажать ее. Зажимаю Set. И ни хрена, наверное, ничего. Нет. О, подожди, там дальше еще что-то есть. TCS. Так, TCS. Ну-ка. Будем изучать. Интересно будет посмотреть на инструкцию, которая идет с ним в комплекте, для того, чтобы все это уже обсмотреть и понять. Так, смотрите, у меня тут есть ключик. Ключик от этого мотоцикла. Но я уже вот покрутился, наверное, раз 5 обошел вокруг мотоцикла, не пойму, куда его вставить и что повернуть. То есть я хочу залезть в бардачок, в багаж, в бак. Как мне это сделать? А сделать это можно таким образом, только через пульт. Смотрите, я уже выяснил эмпирически, что здесь у нас где-то здесь сигналка. Ну, давай. О! Все, смотрите, отстегнулся. Наконец-то. Открывается. Вот она, эта штука, смотрите. Вот эта хрень мне не нравится. Вот я вам скажу так. Что это за колпак идиотский? Почему она открывается всегда на водителе? Смотрите. Вот если в Вандере и Хантере вы могли еще сидеть на сиденье, хоть как-то подлезть, но здесь вообще никак. Ну, это зачем? Просто, ну, камон. Ну, ладно. Но зато, смотрите, в принципе, здесь достаточно глубоко. И вот эта выемка есть, смотрите, она прозрачная. Вот как я и говорил в прошлом видео, положите сюда золотой iPhone ваш и нет его сразу. Но сделаем следственный эксперимент, смотрите. Сейчас берем шлем. Шлем обычный. Видите, мотоциклетный, спортивный. У нас же мотоцикл спортивный. И теоретически мы его, значит, сюда. Чтоб ты усрался, а? Вот так. И вот я закрываю, в общем, эту крышку. Смотрите. Ну что, вот теперь, да, ребята, нормально. Можно вам покупать этот мотоцикл, не ставить уродский кофр на спортбайк. Но, ребята, у вас спортбайк, нахрена вам кофр? У вас должны быть чистой формы, красивый дизайн. И теперь вы можете убрать туда шлем. Смотрите, он прям тютелька в тюлельку подходит. Вот, не знаю, может быть, это, конечно, зависит от размера шлема. Там каска у меня размера L. Если у вас голова большая и там какой-нибудь 2XL, хрен, наверное, влезет. Но, смотрите, даже остается чуть-чуть какого-нибудь, чего-нибудь места, бумажки подложить, там, салфетки какой-нибудь, что-нибудь такое. В общем, теперь вы знаете, как это работает. Продолжаем. Смотрите, здесь у нас какая интересная штука. Здесь у нас дно из такого материала. Это карпет напоминает, знаете, такой. Да, наклеенный. Пластиковая заглушка. И здесь мы видим батарейку. Вот. Сейчас мы видим, смотрите, у нее два коннектора интересных. Один оранжевый — это силовой, а черный — это, скорее всего, данные. И, ребята, тут я вас огорчу. Батарейка-то несъемная. Но здесь же я вас и порадую, батарейка на 100 ампер-часов, поэтому вы сможете укататься просто вообще. Вот. В отличие от того же TC Max, у которого всего 45 ампер-часов, поэтому тут, конечно, бесспорно выигрыш. Но, блин, все-таки конструкция этого бака, пластиковые петли и все остальное, это, ну, это фигово. Все-таки... Я не знаю, как на это реагируют, сами думайте. Ну, еще вот здесь вот у меня вызывает смех вот это вот рыба-молот. Смотрите, здесь как бы вот это вот идет, и два куска пластика с шильдиками, с V-мото. Если бы здесь хотя бы какой-то полезный функционал был, ну, что-нибудь спрятано было, я не знаю, USB-блок какой-нибудь, преобразователь там с 12 до 5 вольт, ну, чего-нибудь, ребята, ну, просто... Бесполезная пластмассина, это, конечно, провал. Ну ладно, идем дальше. Стоит отметить, что седло здесь довольно-таки мягкое. Смотрите, вот его пальцем можно легко промять. И здесь какая-то вот интересная такая текстура. Ну, понятно, что это какой-нибудь эко, чего-нибудь такое.
что не потрется, не замнется. Но здесь еще, смотрите, очень интересный материал. Он не скользящий. То есть вы не будете туда-сюда ерзать по этому сиденью и нормально, в принципе, будете сидеть за рулем. То же самое сделано для второго пассажира. Ну, не обращайте внимания, что он грязненький, потому что я вам объясню, почему, чуть позже. Вот. Для второго пассажира сделаны также ручки замечательные, алюминиевые, крепкие. Здесь же в ручках есть винты под установку. Скорее всего, это какое-нибудь крепление для багажника и кофра. Здесь же у нас есть прекрасный стоп-сигнал, который сейчас заляпан грязью. А заляпан он, потому что здесь короткое крыло, видите? Вот оно, короткое крыло. И вот хакер, или как он там называется. И, в общем, у вас все прям сюда набрасывается на стоп-сигнал. Короче, если вы покатаетесь вот так вот по московским лужам или где-нибудь по дороге, ну, считайте, что вам надо мотоцикл целиком прям мыть. Здесь же мы видим какую-то интересную пластмасску, что-нибудь за ней наверняка есть. Вот я сейчас хочу понять, как седло снять. Буду сейчас искать замочную скважину. А пока что скажу вам, что здесь тот же самый амортизатор, как и на TC Max. Толщина витка с мой палец, это примерно 12 миллиметров, то есть он такой достаточно хороший. В принципе, для этого байка, если одному кататься, если вдвоем кататься, и вы тяжелый, за 150 килограмм оба суммарно, то это, конечно, плохой вариант ехать. Здесь же еще одна интересная особенность, смотрите, вот эта штука, которая такая же, как и на Wanderer, это пластина, к которой крепится и подножки водителя, и подножки пассажира. Штука стильная, вот я так скажу. Мне нравится, что это литой алюминий, может быть даже какая-нибудь токарочка, что-нибудь там, деталь спроектирована красивее. Она такая легонькая, видите, такая как вилка. Но хреново то, что она цельная. То есть проблема в том, что если у вас поломается деталь каким-нибудь образом, допустим, она здесь треснет, или отломается крепление вот этой штуки, уха, то вам придется всю ее менять. То есть всю эту сторону менять вместе с водительской и пассажирской подножкой. Ну как можно было так сделать? Не знаю, обычно они крепятся сюда куда-нибудь, эти подножки пассажиры. Их можно снять, и это и красивее выглядит и так далее. Но, тем не менее, сделали как сделали. Вот, здесь же мы видим, выглядывает у нас мотор. Мотор, честно говоря, сейчас не помню, сколько киловатт. Я оставлю информацию внизу. Но достаточно тяговитый. Я проехался, очень хорошо с низов тянет. Интересное ощущение. Нету такой вялости, вот, и есть ощущение запаса. Ну, плюс еще он сам по себе мотоцикл довольно-таки тяжелый, поэтому некую уверенность это придает в рулежке и в поездке. Что мне здесь нравится, так это очень охрененный алюминиевый, надежный, монолитный задний маятник с регулировкой. То есть он еще покрашен, видать, порошковой краской так хорошо в черный мат, поэтому будет сильно и активно сопротивляться всяческим царапинам и всему такому, что в повседневной жизни его ждет. Большой тормозной диск. Вот, это, по-моему, там 260 или даже 280 миллиметров. Опять-таки, есть АБС, есть такой массивный тормозной суппорт, вот, что, опять-таки, не может не радовать. Ну, вот этот хагер, на который у нас выведены поворотники, и этот катафот. По-моему, это катафот, не горит он нифига. Вот, но хотя можно посмотреть. Нет, не посмотрим. Ну, ладно. На самом деле я бы эту штуку снял, потому что, конечно, без нее выглядит гораздо красивее, но эта штука влияет на то, что у вас спина чистая, и вам особо сильно не закидывает, но все равно закидывает, поэтому имейте в виду. Здесь же, чуть выше, мы видим с вами разъем. Очень похожий разъем на то, что мы видели в Wanderer и Hunter. То же самое. Наверняка здесь и зарядное устройство будет такое же. Вот его мне, к сожалению, не дали, потому что время ограничено, но я постараюсь его потом подснять для вас. Ну, вот эта штука, которая имитирует заглушку мотора. Вот, мотор-то на самом деле здесь, а заглушка здесь. Вот, а когда версия была тестовая, здесь было мотор-колесо, поэтому и маятник другой был задний, и вот эта штука тоже себя никак не оправдывала. Красиво, но бессмысленно. Но стиль имеет, конечно.
Ага, ребята, я все-таки нашел, куда мне пристроить этот ключ, потому что он есть, но хрен знает, куда его можно было вставить. А вставить его можно сюда, смотрите, вот. Вот так вот. И вы можете повернуть и закрыть руль, заблокировать руль мотоцикла по стариночке. Обязательно покатайтесь перед этим по какой-нибудь срани, чтобы было приятнее вам. Кстати, сейчас в Electron Motors есть 3 мотоцикла в наличии, точнее, как бы уже 2, а еще точнее 1. Один черный они уже продали, один серый у них есть в наличии, вот такой вот. И синий, который я сейчас для вас снял. И какой я хочу подвести итог. Я прокатился на этом мотоцикле, и даже при всех тех недостатках, которые я вам описал, это крутая штука. И она гораздо круче и лучше, чем Вандер и Хантер. Мне очень жаль, что нет такого классического с круглой фарой, с сиденьем, диваном и так далее. Но все-таки это определенный шаг в сторону развития модели. Это спортивный конкурент тому же TC Max'у, который уже выпускается тучу лет. И определенно стоит эту модель взять и попробовать. Хотя бы приезжайте на тест-драйв. Вы знаете, где находится Electron Motors, это Формула X. Приезжайте туда, возьмите на тест-драйв эту модель и создайте свое мнение о ней. Надеюсь, вам понравился мой обзор. Ставьте большой палец вверх. Обязательно подписывайтесь. И я для вас еще что-нибудь найду, сниму и расскажу все самые тайные секреты. Вот, ну, что получится. К сожалению, вот сегодня я так и не выяснил, как снять седло. Может быть, там что-то интересное было. Ну да ладно.